Настало время проверить мультитул от Ганза. У меня был небольшой обзор на вот этот вот нож G626 от Ганза. Как-то он не сильно зашел, хотя сам нож за свою цену вполне себе интересный. И он, кстати, подойдет на тестирование точилки от Ганза. Сделаем из него острый, но... А сегодня давайте рассмотрим вот такой мультитул. Сразу скажу, из плюсов необычная конструкция, надеюсь, это из плюсов. И небольшая цена. Он стоит около 30 баксов, и при этом у него отстегиваются ножницы. Это, кстати, я не сразу заметил. В комплекте идут биты, а моделька это Ганза 304. Не самая, наверное, свежая модель. Она не вчера вышла. Я таких мультитулов пока в руке не держал, поэтому давайте рассмотрим. И если хотите о нем почитать на сайте, то вот все адреса здесь. Ссылочку я, конечно, оставлю. Давайте распаковывать. У нас есть мультитул, засунутый вот в такую кобуру. У нас есть гарантийка от Ганза. Здесь заморочились дизайнеры, даже показали, как нужно писать дату. И если я еще раз прочитаю "Do not eat", придется есть. Чехол заслуживает похвалы, ни одной ниточки, даже заморочились, соединение чем-то запаяли нагретым. В общем, выглядит неплохо, форму держит, он твердый. Все это дело на довольно упругой кнопке, но давайте глянем, что внутри. У нас есть биты и у нас есть мультитул. Все в красивых, блестящих, шелестящих кулечках. Да, в некоторых видео присутствует юмор, поэтому серьезно воспринимать все не стоит. Кстати, внутри два отделения, биты будут отдельно, никто никого царапать не будет. И, кстати, давайте попробуем, закроется ли кнопка. Да, можно даже закрыть кнопку. Чехол прочный, зачет. Хорошо, не положил на стол. Мультитул тоже на всякий случай вытру. Это, в общем-то, хорошо. Смазка лишней на ноже не бывает. Давайте сразу взвесим, чтобы понимать, с чем имеем дело. 325 грамм. На кармане носить будет тяжело. И, наконец-то, для любителей штопора есть штопор. Здесь есть вот такая штука, которая открывает штопор. Для любителей выпить идеальный вариант. Если знаете другое назначение для вот этой штуки, то есть она не помогает открывать штопор, а делает, к примеру, еще какую-то функцию, напишите, я придумать не могу. Еще есть, правильно, пила. Пила, кстати, блокируется. То ли ноу-хау, то ли ну-и-хау. Потому что, как видите, зубцы разного размера. Здесь они мелкие, здесь они крупные. С обратной стороны они приблизительно одинаковые. В общем, проверим, как оно пилит. Ничего заранее загадывать не буду. Накосячили, либо же это такая задумка. Проверим. Рабочая поверхность 63 мм. И, конечно же, нож открывается нормально, довольно-таки удобно за шпинек. Есть серейтор, есть плейн лезвие. Я, если честно, уважаю просто плейновое лезвие. Вот такое, возможно, оно полезно для того, чтобы перерезать какую-то ткань. Нож на лайнер-локе. Лайнер-лок блокируется в конец, но при этом никаких люфтов не наблюдается. И как бы за такую цену придираться пока не будем. Пассатижи открыли, не забываем все протереть. Подпружиненные, это мне нравится. Форма с закосом на дизайн. Кусачки съемные, твердосплавные, это уже хорошо. И я удивлен, люфта нет от слова совсем. Осталось понять, как снять ножницы. А так как я уже больше недели пользуюсь данным мультитулом, то я знаю, как открыть эти ножницы. Итак, для начала нам нужно открыть крестовую отвертку. Тут есть нюансы, но сейчас давайте откроем ножницы. Итак, ее нужно открыть хотя бы под 90 градусов, после этого ножницы легко снимаются. Не могу об этом не сказать, посмотрите, где спрятан вырез для того, чтобы открыть отвертку с помощью ногтя. Он вроде бы спрятан в этом углублении, но при установке ножниц в это углубление не очень легко попасть ногтем. У меня ноготь уже вырос, и я могу открыть. Но первый раз, когда я распаковывал нож, я как раз постриг ногти, и открыть я так не мог, и я открывал просто за крестовину. На мой взгляд, логично было бы сделать пропил где-то вот здесь. Тем более, эта часть довольно-таки сильно выступает. Да, рычаг будет немножко другой, чуть тяжелее будет, но, по крайней мере, ноготь сюда будет попадать без проблем. Но не будем отвлекаться от ножниц. Ножницы представляют собой вот такую вот довольно легкую штуку, но при этом не мелкую. А в открытом состоянии я бы сказал, что это большие ножницы. Судя по звуку, должны резать нормально, смыкание хорошее, потому что идет специфический звук, который издают обычно острые ножницы. Также на ножницах есть линейка, эта часть плоская, и при закрытых ножницах можно использовать реально как линейку. Это картон. Картон режут нормально. Шнур для триммера. Не самый мягкий рез, но разрезает хорошо. Эту веревку довольно-таки тяжело резать, и пока они справляются хорошо. Контрольный прорез паракорда. Нормально. На всякий случай проверим на салфетке. Также без нареканий.
Итого мы имеем ножницы, которые хорошо режут и которыми можно пользоваться отдельно. Ножницы подпружинены, механизм подпружинивания довольно-таки надежный, идет за счет упругости вот этих вот плашек. Никаких пружин нету и, в общем-то, ломаться здесь нечему. Сами ножницы можно будет подтянуть торксом, но, к сожалению, комплектный шестигранник, даже самый мелкий, не подходит. Но логично было бы сделать, чтобы подходил. Раз уж мы открыли крестовую отвертку, давайте на ней и продолжим. Хорошо подходит под саморезы. Насквозь загоняет саморез и только в конце чуть-чуть пытается сорваться. То есть даже без дополнительных бит вполне себе рабочая отвертка. А открывашка здесь такая, что откроет практически все что угодно, поэтому даже проверять особого смысла нету, так как открывашка толщиной 4,5 мм априори сломаться не может. В корпусе данная отвертка держится довольно крепко, как видите, проставлены второпластовые шайбы, которые дают довольно приличное скольжение. И довольно-таки туго она фиксируется. А как насчет дополнительных бит? Я бы даже сказал, как насчет переходника, насколько он хорошо держится. Не отпадает. Ставим биту. Не отпадает. Пользоваться можно и даже можно откручивать некоторые детали на велосипеде. Если, конечно же, бита подходит, мощности данной отвертки вполне себе достаточно, чтобы крутить довольно сложные шестигранники. Ну и более мелкие можно тоже подкручивать, если, конечно же, размер подходит. Ну и, к примеру, крестовой отверткой можно открутить какие-то детали мебели. С этим проблем не будет. В надежности я, в общем-то, уверен. Почему уверен? Потому что на короткий ролик были такие отзывы, что ни у кого эта ганза не ломалась. А все из-за чего, мне кажется, здесь небольшой избыток по металлу. В такой вес можно было спрятать больше функций. Возможно, при этом немножечко страдает надежность. Но, мне кажется, функционала можно еще побольше добавить. К примеру, можно было добавить сюда, ну хотя бы там шило. Биты самые обычные, как для бесплатных, пойдет. А вот нож, я чувствую, будет неоднозначным. Открывается он, кстати, довольно-таки прилично. Но так как он стоит на второпластовых шайбах, он довольно легко открывается. И можно при определенных условиях открывать его довольно быстро. Что смущает, это размер режущей кромки. А именно гладкой режущей кромки, как видите, всего 45 мм. Хотя, на мой взгляд, вот этот прикол с серейтором нужно было убрать и сделать обычный плейн, то есть ровное лезвие, и было бы больше в этом смысла. Кто знает, зачем нужны такие вставочки из серейтора, подскажите, я, честно говоря, не знаю. В некоторых рекламах ножей с помощью них пилят дерево, но по логике они нужны для того, чтобы лучше, чем ровным лезвием, разрезать ткань. Но я в это не верю, потому что ровным лезвием я ее легко разрезаю, а вот этой фигуристой штукой я даже с места сдвинуть не могу. Бреет ли он? Не идеально, но бреет или броет руку. А режет ли он бумажная инструкция? Он режет инструкция, но из-за того, что на ноже присутствует вот эта декорация, он, к сожалению, режет не полной длиной. В связи с этим как бы резать становится немножко тяжелее. С другой стороны, это не особо нужная процедура порезка бумаги. А вот деревяшку по логике он строгать-то должен. И с этим он вполне себе прилично справляется. В общем-то, приличный нож зачем-то немножко подпортили. Мне кажется, это маркетологи решили сделать а-ля двойное лезвие. Но мне кажется, вот эта штука максимально ухудшает хороший нож. Работает ли он по продуктам? Да, вот здесь серейтор абсолютно не мешает. И по продуктам данным ножом можно пользоваться. А вот такой вот получился нож. С этой стороны мы со всеми инструментами разобрались, но есть еще другая сторона, где у нас есть вот такая вот открывашка со специальной системой открывания открывашки. Но так как я не фанат вина, а под рукой у меня, к сожалению, бутылочки нету, чтобы ее открыть, так как я не один штопор видел, скажу вам, штопор нормальный. И единственное, что немножко смущает, то что он зафиксирован пластиком. Но при этом я его в пенек вкручивал, как видите, в пенек он входит вполне себе нормально. Понятно, это не самый твердый пенек, но тем не менее он тверже, чем та же крышка пробковая. Да, и у нас еще есть пила. Как я уже говорил в начале, на пиле зубья не все одинаковые. Поцарапать пальцы такой пилой не получится. Давайте попробуем попилим. К примеру, вот эту часть сосны. Возможно, был какой-то сбой на линии при производстве данной пилы, но она не лучшим образом пилит. Она пилит, но не сильно вгрызаясь. Связано это с тем, что вот здесь вот зубья какие-то мелковатые, а с другой стороны они не очень острые. Возможно, мне так повезло, но я оценю данную пилу на 3 с плюсом. Из плюсов будет ровный срез, из минусов медленный рез. Вот как-то так с пилой. А, кстати, мне кажется, здесь, а именно на конце пилы, можно было сделать плоскую отвертку.
Закрываем. И основной инструмент, который у нас остался, это, конечно же, пассатижи. Пассатижи подпружинены, и к ним, мне кажется, вопросов не должно быть. Съемные губки кусачек, довольно продуманная форма, хорошее сведение. Да, насчет кусачек, давайте попробуем, кусают ли они вот такие вот провода. Кусают. Иногда не перекусывают, когда не попадаю по режущим частям, а когда попадаю, перекусывают хорошо. Довольно зубастая средняя часть, и ей можно подтягивать небольшие винтики, ну, к примеру, на детских велосипедах. Можно и на взрослых, если найдете подходящее. И классическая тема «ну-ка, гвоздь, перекусись». Ну-ка, гвоздь, еще раз перекусись. Нормально перекусывает. Как вы видите, есть специальное отверстие для перекусывания таких вот гвоздей, если вам нужно. И я думаю, как раз это отверстие показывает, какой максимально толстый гвоздь данные пассатижи согласятся перекусить. Немножко выделяется смазка черная. Такое любят еще некстуловцы делать. У них тоже почему-то вся смазка черная. Я максимально сдавливаю данные пассатижи, и запас прочности, в общем-то, есть. Возможно, двумя руками и можно им нанести каких-то увечий, но одной рукой вы их сломать, в принципе, не сможете. По итогу у меня вопросы возникли только вот к этой пиле. Мне кажется, это был небольшой сбой в производстве, потому что если были бы нормальные зубья, то она бы нормально пилила, а так она слегка туповата. Остальные же инструменты показали себя нормально, хотя, опять же, вот нож можно тоже сделать просто гладким, он был бы явно лучше. Избыток металла, возможно, ведет к более надежному инструменту. Если нужен увесистый мультитул с набором бит, хорошим чехлом, для вас вес не принципиален, то могу рекомендовать данную модель. Для ношения, конечно же, в сумке, либо же в рюкзаке, мне кажется, вес немножко избыточный. Но так как ножницы можно использовать отдельно и есть штопор, для некоторых этот мультитул, возможно, будет удачной покупкой. Не шедевр инженерной мысли, но покупать можно, если нужен штопор и отдельные ножницы.